Твои комментарии, лайки и подписка помогают продвигать мой контент в YouTube. Под моим видео, которое называется «Работа», «Это тюрьма в твоей жизни» некто написал мне, что это видео тупое, ссылаясь на то, что я не предлагаю никаких решений и альтернатив наемной работе. Видимо, этот комментатор решил, что я хочу сказать, что наемная работа – это плохо, и предлагаю некую альтернативу ей. Хотя это вообще не было моей целью в этом видео. Говоря о том, что работа – это тюрьма твоей жизни, я не хотел сказать то, что другие виды заработка не являются такой тюрьмой. Потому что, когда мы говорим о видах деятельности, целью которых является заработок денег, мы говорим об одной финансовой системе, в рамках которой действует человек. То есть, если человек пользуется деньгами, хочет он того или нет, но покупая, допустим, какой-либо товар, он платит налог с суммы покупки. Или если он получает зарплату, то он тоже платит налог с нее. Точно так же человек платит налоги в случае, если он является предпринимателем, потому что он является частью одной и той же частью финансовой системы. Говоря же о том, что работа – это тюрьма твоей жизни, я как раз хотел сказать о том, что чем бы ты ни занимался для заработка денег, то в любом случае ты в той или иной степени являешься тем, кто заключен в эту финансовую систему. Собственно, под тюрьмой я понимаю случаи, когда человек вынужден тяжело и непрерывно работать только для удовлетворения своих базовых потребностей или для поддержания определенного уровня стабильности в том же самом своем бизнесе. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо. И не говорю, что людям нужно что-то менять, чтобы изменить это. Потому что только сам человек может определить для себя, что для него хорошо и что есть для него плохо. То есть то, что я говорю о работе, это не попытка дать некий рецепт, чтобы жить как-либо по-другому, а рассмотрение того, чем является работа в своей основе. Работа – это продажа времени своей собственной жизни. Работа – это в своей основе продажа времени своей собственной жизни. Тот комментатор, который решил, что я хотел сказать то, что не нужно работать, не понял главной мысли моего видео. Я не говорил, что не нужно работать. Я говорю о целесообразности затрачиваемых усилий и количества времени по отношению лично к своей потребности в определенном уровне дохода, необходимого для полного удовлетворения базовых потребностей. Например, в 2014 году случился очередной так называемый кризис, и деньги обесценились в 2 раза. То есть я тратил время своей жизни на то, чтобы их заработать, и чтобы на них купить что-нибудь. После случившегося так называемого кризиса на те же самые деньги я смог купить ежо в 2 раза меньше товара. Допустим, если человек на эти деньги мог купить двухкомнатную квартиру, то после начала кризиса он мог купить только однокомнатную квартиру. И при этом те же самые родственники твердят о том, что нужно работать. Хотя они мне не говорили о том, как сохранить свои деньги во время кризиса. На самом деле, мышление людей на постсоветском пространстве отличается своей крепостной сутью. То есть человек просто стремится делать так, как поступает большинство. Я ничего не имею против этого, ведь так или иначе, большинство обречено на то, чтобы быть жертвами идеологии. Кто должен поступать так, как ему скажут, а не так, как выгодно ему? Потому что он не понимает, что такое его собственные интересы. Если он не понимает, что он продает время своей жизни на наемной работе, то это его личное дело. То есть человек, рождаясь в социальную систему связей, хочет он того или нет, уже становится ее частью, просто по факту своего рождения в ней. Если он не живет в лесу и не питается подножным кормом, то хочет он того или нет, он будет вынужден пользоваться деньгами, а, следовательно, становиться частью финансовой системы. То есть то, как он себя идентифицирует, находясь в той или иной системе взаимоотношений, это его сугубо личное дело, в этом не может быть никаких рецептов, потому что только он сам себя может идентифицировать. Для кого-то, допустим, работать 40 лет на одном заводе и умереть на нем – это вполне нормально. Это то, что вписывается в представление этого человека о нормальной жизни. Некоторые даже чуть ли не гордятся тем, что работают на одном предприятии много лет до пенсии, несмотря на то, что зарплата не позволяет удовлетворять базовые потребности в полном объеме. Можно посчитать количество времени, которое человек потратит за 40 лет своей работы. И это будет то время его собственной жизни, которое он продал за определенное количество денег. Я не говорю о том, что это хорошо или плохо, мне просто интересно исследовать эту тему вместе с вами. Например, мне интересно быть занятым в своей профессии тогда,
когда это происходит в некоем социальном контексте через мой профессиональный рост. То есть, когда есть такие же люди, с которыми я неявно конкурирую в профессиональной сфере. Мне не интересна профессиональная деятельность, которой можно заниматься исключительно ради денег, потому что сами деньги я рассматриваю как следствие деятельности, а не ее цель. Отсюда видно, что даже на наемной работе можно иметь разные мотивы в занятии ей. Например, для меня деньги никогда не были основным мотивом, потому что мной всегда руководил интерес к результату деятельности и моему социальному росту через эту деятельность. Но для меня было бы странно работать на наемной, руководствуясь деньгами как первичным мотивом. Я всегда опираюсь на некую объективную ценность, которую я сам создаю в результате своей деятельности, но не деятельность, которой я занимаюсь исключительно ради получения денег. Например, для меня создание контента для этого канала является средством для выражения своих мыслей, но не для заработка, потому что для меня самовыражение через мой контент – это в первую очередь самовыражение. То есть деньги в данном случае не могут быть закономерным результатом моих действий, потому что я не оказываю никаких информационных услуг и не продаю никаких товаров. В своей же профессиональной деятельности я обладаю знаниями и навыками, которые я реализую по отношению к конкретному объективному техническому предмету, за изменение которого мне платят деньги. Отличие ведения YouTube-канала от работы офлайн. Отличие ведения YouTube-канала от работы офлайн для меня заключается в том, что ведение YouTube-канала не приносит никакого дохода, а работа офлайн приносит. Но если для меня создание контента означает средство для выражения мысли, но не некое экспертное обсуждение чего-либо, то тут не может быть дохода. Доход может быть только в результате продажи некоего продукта, книги либо же еще чего-нибудь. Я несколько раз пытался зарабатывать в интернете на партнерских программах, и у меня был небольшой результат, и это при том, что партнерские ссылки я рекламировал на своем сайте, получая трафик из поисковой выдачи. То есть я продвигал свой сайт в поисковиках самостоятельно при помощи SEO-оптимизации. Это был сайт не тематический, а состоящий из статей, в которых описывались рекламные продукты, а внизу статей содержались партнерские ссылки на эти продукты. То есть путь того же заработка в интернете. По крайней мере, для меня это очень сложно во всех смыслах. Поэтому я не совсем понимаю, что имел в виду тот комментатор, написавший о том, что я не предлагаю никаких альтернатив. Как будто бы под альтернативой понимается осуществление какого-то одного шуга, после которого ты никогда не возвращаешься к наемной работе.